Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Знаю, вы очень любите видео про моделирование ногтей на себе. В этот раз усложним задачу, сделаем хрустальный френч. Поехали! Моим ногтям плюс-минус 1 месяц. Недавно у меня был курс наращивания ногтей, когда я целый день в перчатках, поэтому некоторые ногти немного пострадали, есть трещины, нужно их полностью убрать. Во время работы даже на себе одеваю всегда перчатку, чтобы защитить свою кожу рук от попадания пыли. Ну и для того, чтобы не попадать случайно фрезами на готовый маникюр правой руки. Меня устраивает длина, мне нравятся светлые ногти, они подходят ко всему. Поэтому в сегодняшнем видео сделаем что-то подобное. Быстро распрощались с длиной при помощи книпсера, и теперь нужно снять большую часть геля до тонкой подложки, а тонкую подложку сниму пилкой. Есть некоторые участки, на которых отслаивается материал. Вообще на моих ногтях всегда проблемно носится покрытие, часто отслойки, поэтому я регулярно меняю материалы, тестирую их на себе. И если они на мне держатся, то это значит, что они будут держаться на любых ногтях. Полностью убираю свободный край, потому что его хочу сделать прозрачным. Не могу оставить то, что есть, и выполнить коррекцию. Мне нужна стопроцентная прозрачность. Убираем свободный край, особенно в точках вроста, там его не должно оставаться, иначе форма автоматически будет либо подниматься вверх, либо опускаться вниз, будут, возможно, зазоры между формой и ногтем, чего никак мне не надо. Шлифую поверхность мягкой стороной пилки, убираю остатки предыдущего покрытия до натурального ногтя, приподнимаю чешуйки. Выполним маникюр. Апельсиновой палочкой раскрываю кутикульный карман. У меня пластиковая апельсиновая палочка, пока что я их только тестирую. Не могу сказать, что они намного удобнее, чем деревянные, также являются одноразовыми. Если кто-то из вас уже такими работал, напишите об этом в комментариях, нравится вам или нет. Для приподнятия кутикулы буду использовать алмазную насадку чечевица диаметром 0,25. Это очень удобная насадка, за счет своей ширины она хорошо прорабатывает задний проксимальный валик, кутикульный карман, его хорошо раскрывает, но также есть опасность повреждения ногтевой пластины, потому что она очень широкая, имеет пузико, им с легкостью можно оставить пропилы. Шлифую кутикулу, заусенцы. Например, на указательном у меня практически совсем нет кутикулы, но зато много птеригия. Хорошенько прорабатываю, отодвигаю боковые валики, чтобы не пропиливать ноготь. У меня нет какого-то определенного правила, какой насадкой я работаю на себе, когда пламенем, когда такой насадкой или другими насадками. Наверное, это зависит от настроения в данный период времени, даже не знаю. На некоторых ногтях все же осталась кутикула, поэтому было принято решение срезать ее ножничками. Иду в технике единого среза. Часто многим кажется, что у меня совсем нет кутикулы, но на самом деле, когда начинаешь срезать, она есть. Выполнили маникюр и теперь подготавливаем ногти к покрытию. Тщательно убираем всю пыль. Моделирование буду выполнять на формы и сразу их подготовлю. Вырываю внутреннюю часть, скручиваю форму и подставляю стык к ногтевой пластине. Важно, чтобы не было зазоров по точкам ногтевого роста. На указательной форме подходит идеально, поэтому я сразу отмечаю насечки для того, чтобы освободить боковые валики. Делаю контрольную проверку, чтобы формочка хорошо подходила. На указательном форма будет стоять ровно. Остальные же ногти у меня растут вверх. Поэтому форму стоит опустить немного вниз, чтобы была правильная архитектура и ногти не были трамплинообразными. Если поставить форму без выреза к ногтевой пластине, то она автоматически будет задираться вверх. Вырезаю углубление не посередине, а по боковым сторонам. Делаю отверстие более широким и плоским. Именно в таком случае
форма будет становиться немного вниз. На среднем у меня объемные валики, поэтому помимо насечек вырезаю еще ушки. Таким образом форма хорошо обожмется под пальчиком, и ноготь получится с красивой аркой, а не широкий, не раскрытый. Все проверяем, чтобы соответствовало по точкам роста. Если вы моделируете ногти на себе, рекомендую сразу подготавливать все 5 форм или 10, если вы делаете 2 руки, потому что потом, когда вы подставите, неудобно будет вырезать формы. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Приготовила все 5 форм, положила их в порядке от большого к мизинцу, чтобы не запутаться. Теперь наношу бескислотный праймер на ногтевую пластину для улучшения сцепки и бескислотную базу. База у меня для гель-лак системы, тонким слоем, и отправляем на просушку в лампу на 30 секунд. Наносила по 2 ногтя для того, чтобы не было затеков. Если будет затек базы, соответственно будет и затек геля. А впоследствии отслойки. Просушили базу, теперь готовы к постановке шаблонов. Снимаю с подложки, склеиваю нижние ушки, передние, зажимаю в острый треугольничек и устанавливаю под ноготь. Центрую ось с центральной осью на ногте и склеиваем нижние ушки. При виде сверху у нас получается такой треугольничек. Валики не мешают, не раскрывают форму. В качестве подложки буду использовать прозрачный гель. Он должен быть обязательно кристально прозрачный и после полимеризации не желтеть. Делаем тонкую подложку, сразу выкладываем форму миндаль, правильно выкладываю нижние параллели, это прямая и плавный подъем вверх. Всегда предпочитаю работать очень аккуратно, без лишнего накладывания материала, чтобы меньше пилить впоследствии. Это на самом деле вопрос к времени. Чем точнее вы выложите, тем меньше потратите время на моделирование. Перед постановкой в лампу еще немного обжимаю форму и ставлю на просушку на 30 секунд. Средний ноготь у меня растет немного в сторону, последняя фаланга уходит, но ставлю по центральной оси, то есть немного направо. Во время выкладки геля важно совершать не сильно взбалтывающее движение кистью, потому что в покрытии будут образовываться маленькие пузырьки, потом их будет заметно. Сравниваю длину при помощи измерителя, она должна быть одинаковой на 3 ногтях, на указательном, на среднем, на безымянном, на мизинчике немного короче и на большом длиннее. Когда мы просушили все подложки, время приступать к выкладке удлинения. Для него я использую акригель светло-розового оттенка. Очень красивый и мне полюбился. Тем более он подходит к цвету моей натуральной ногтевой пластины, то есть не так сильно будет заметно отрастание. Вытягиваю материал на себя и затем плоскостью кистью подталкиваю материал, делаю ровную улыбку. Это непростой этап, он требует тренировки, но со временем обязательно все получится. К тому же акригель для этого идеальный материал. Он не течет, как гель, и можно красиво выложить удлинение, даже впоследствии не опиливая его. Поскольку форма ногтей миндаль, то удлинение должно быть тоже более вытянутым, нежели чем в форме квадрат. Сравниваю длину удлинений между собой, они должны быть также равны, как и длина. Тщательно прижимаю материал, не доходя до кутикулы. У кутикулы я запланировала сделать небольшой дизайн.
Просушиваем в лампе 1 минуту. С удлинениями закончено. Теперь займемся дизайном. Нам понадобятся разнокалиберные блестки и хлопья юки. Для того, чтобы они закрепились, промазываю в зоне около кутикулы прозрачным гелем. Сразу на всех 4 ногтях. Самый блестящий момент этого маникюра – это выкладка блесток. Крупные элементы кладу в середине, не по бокам. И потом, вторым моментом, добавляю хлопья юки. Они тонкие, их можно положить ближе к кутикуле или на боковые стороны. Прижимаю, чтобы они не топорщились. И отправляем в лампу на просушку на 30 секунд. Теперь необходимо создать правильную архитектуру, сделать апекс. Для этого буду использовать полупрозрачный розовый. Перекрываю блестки около кутикулы, стягиваю материал на нет к свободному краю и просушиваю. Важно в этот момент смотреть на вид сбоку, чтобы была правильная архитектура, и не накладывать много материала. Очень часто мастера берут слишком большую каплю, и в итоге ногти получаются пузатыми. Ведь наша задача – достроить только немного в зоне кутикулы. Промежуточно просушиваю по 30 секунд на всех ногтях. Мне очень нравится такой сверкающий перелив этих блесток. Не когда они яркие, без перекрытия молочным гелем, а когда у них приглушенный красивый блеск. Снимаем липкий слой, приступаем к опилу бортиков. Здесь очень важный нюанс – делать только длинные движения пилкой. Если будут короткие, то улыбочка получится граненая, не совсем ровная. А для того, чтобы понять, ровная улыбка или нет, зашлифуйте поверхность. Когда мы с вами видим, что граница улыбки матовая, нету блестящих участков, это говорит о том, что мы все верно сделали и опилили ровную улыбку. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Все обезжириваем и приступаем к выкладке прозрачного материала. Набираю большую каплю геля и очень аккуратно, начиная с левой стороны, через центр и направо выкладываю гель. В этот момент крайне важно не напускать пузырей вовнутрь, они будут видны. Поэтому выкладка именно такая. И тяну материал только за верхушку, не проникая кистью вглубь. Аналогию можно провести с молоком. Когда мы его кипятим на плите, то сверху появляется пленочка. Грубо говоря, нам с вами нужно тянуть эту пленочку, не касаясь жидкого молока. Обязательно делаю опору мизинцем, чтобы кисточка случайно не нырнула глубже. После просушки 30 секунд в лампе отделяю форму, снимаю ее и ставлю прищепку для поджатия арки. Если вы считаете, что прозрачный кончик это очень скучно, пожалуйста, вы можете добавить туда любой дизайн. Все, что хотите, начиная от блесток, гель-лака, акригеля, любого дизайна и так далее. Все на ваше усмотрение. Просушиваю окончательно 2 минуты, снимаю липкий слой и приступаю к черновому опилу. Черновой опил мне быстрее сделать фрезой. Это конус с зеленой насечкой на максимальных оборотах. Делаю длинные проглаживающие движения справа налево, и поверхность выравнивается. Остается совсем немного подпилить поверхность пилкой, сгладить ее. Подравниваю нижние параллели
очень важно, что в форме натуральный миндаль они идут сначала прямо и затем плавно вверх. Нету резкого подъема от точки роста к свободному краю, иначе форма получится не миндалевидной, а очень острой, неестественной. Не будут укреплены боковые стенки, и такие ногти часто имеют сломы по точкам вроста. Обязательно прорабатываем зону у кутикулы. Это крайне важно, чтобы не было отслоек. Все движения пилкой совершают длинные, продолговатые в одном направлении, слева направо. На среднем в этом месте не хватило геля, о чем свидетельствует глянцевый участок на поверхности, необходимо добавить. Просушили, подпилили и теперь забавим поверхность, чтобы убрать с поверхности полигеля черточки после пилки. Обезжириваем, убираем пыль и наносим топовое покрытие. Топ также должен не желтить после просушки. Выбирайте топы с ультрафиолетовым фильтром. Часто в лампе при просушке они имеют фиолетовый или голубой оттенок. Помимо этого вы можете покрыть топом с внутренней стороны, еще для большей хрустальности. Обожаю этот момент, когда мы перекрываем топом и ваш дизайн проявляется. Видна вся ваша работа. Ох, я прям с ума схожу от такого дизайна, как мне нравится. Нравится результат? Ставьте пальчик вверх, поддержите меня. Ну а я желаю всем счастливо, успехов, пока-пока. Ничего не сказал, ни лайки, ни пишите, ни звоните.